Ну что, привет, друзья! Вот и подошло время познакомить вас с новым путешествием, в которое мы нежданно-негаданно отправились, даже немного не планируя его. Изначально у нас, конечно, такой большой маршрут не предполагался, поэтому мы, в принципе, ехали просто прямо. Одна из точек у нас была, конечно, Грузия, в нее заехать. По возможности хотели дальше проехать. Ну и, как видите по названию, проехали мы довольно-таки далеко. Стартовали мы, как всегда, из города Михайловска. Двигаясь в сторону Минеральных вод, как всегда, заехали на заправку Лукойл перед Минводами. Подкрепились кофе, немного дозаправились. У нас-то, по сути, в принципе, гонок никаких здесь не будет, потому что мы в эту поездку отправились одним мотоциклом. Вот, кстати, сейчас, видите, Бештау гору проезжаем, это район города Пятигорска. Ну, еще раз повторюсь, что нам торопиться особо некуда было. Мы просто в эту поездку, мы действительно просто выехали по направлению в сторону Средиземного моря. Хотелось искупаться на Средиземном море. Вот одна из задач у нас была. Вот, кстати, в районе города Пятигорска нас такая большущая туча дождя преследовала. Начали даже немного переживать, поскольку накрапывал на лобовом стекле он. Но, в принципе, уже за Пятигорском, вот мы по трассе едем. Ну, такой легенький начал моросящий дождь, и остался он позади. Ну и двинулись мы в сторону Владикавказа. Заранее в Телеграме, в паблике Верхний Ларс я зашел посмотреть новости вообще, насколько ситуация сложна на границе. И убедившись, что на этот момент проблем нету, мы, в принципе, также продолжили не спеша наше движение к границе с Грузией. Вот, кстати, двигаясь по Владикавказу, сейчас начинается самый такой мой любимый участок, где, ну, к сожалению, ну, вот эта большая облачность, да, она особо не дала насладиться нам вот такими пейзажами, но все равно горы просматриваются. Настолько это живописная дорога вот в эту сторону, когда начинаешь двигаться. И слева, если вот вы когда поедете в эту сторону, там есть такое великолепнейшее плато на горе вот расположено. Вообще, в принципе, этот участок дороги, он, знаете, вас так провоцирует к такому интересному приключению, да, что вот здесь уже начинаются такие грандиозные пейзажи, такие виды на вот эти горы. Ну, очень воодушевляет это, когда ты едешь по такой местности, очень симпатичной. Ну, мы потихонечку двигались в сторону границы. По времени нас особо ничего не лимитировало, но хотелось бы преодолеть ее как можно быстрее. Несмотря на то, что сейчас очень много постов открыто, дополнительных досмотра на границе Верхнего Ларса, все равно, как бывают такие частые заторы. Ну и опять же, граница российская, она работает с пересменкой. Надо это тоже учитывать, поскольку в районе 9 утра, по-моему, у них пересменка есть в районе часа. А вот вечернюю я, честно говоря, не помню. Ну, а я забегу немного вперед и скажу вам, что, в принципе, эту границу мы прошли довольно-таки быстро. Что российский КПП, что грузинский. Все заняло буквально в районе 1,5 часов. И перед КПП я как раз, у меня еще был же интернет. Я посмотрел, какая погода на перевале. У нас изначально по планам было переночевать в Степансминде. И вот, кстати, вид на стоянку, где мы покупали страховку. В общем, переночевать мы хотели в Степансминде, но за счет того, что там на завтра стоял дождь, мы не стали задерживаться и постарались как можно быстрее проскочить сам перевал. Перевал Гудаури мы уже проходили, в принципе, почти стемнело. И спустившись вниз, уже по всем серпантинам, мы немного опешили от того, сколько людей было.
куча народу там, режет баранов, костры жгут, куча палаток. Мы сначала, ну, не поняли, остановились, там люди все радостные ходят. А оказалось, этот праздник Святого Георгия. И все, ну, делают в этот вечер восхождение, ну, в сторону церкви, куда-то там, ну, наверх. Ну, у нас по времени не особо было, поэтому мы рванули дальше и особо, конечно, там не снимали. На тот момент, уже подъезжая к отелю, видите, мы проехали 512 километров. И когда в отеле уже, соответственно, была глубокая ночь. Уже было довольно-таки очень темно. Сам отель мы вот с этого времени стали, кстати, его очень любить. Нам понравился. Да, простенький, ну, там разные номера, в принципе, есть. Хорошая парковка, кухня хорошая. За него мы заплатили 30 лар с человека, и 34 лари мы за ужин отдали. По-моему, 5 лари как раз там пиво стоило, а остальное все еда. Вот, получается, ночью мы ехали. Довольно-таки сначала не сильно перспективная гостиница была, но нам очень понравилось. Машин, кстати, было вечером много. Вчера в Грузии праздник был. Вон, смотрите, сколько на Тахтаре лимонада стоит. Просто его тут, видите, под каждыми кустами стоит. И здесь вечером мангальчик для желающих. Я же говорю, с виду такая непримечательная гостиница. Вот, кстати, хозяева разрешили мотоциклы поставить нам во дворе. В принципе, мы уже подъехали были, уже ребята. То есть из других стран и городов. Вот нас сегодня закрыли, я просто сегодня рано проснулся. Очень колоритная гостиница. Все тут довольно симпатично. Номера есть как от самых обычных до люксовых. В принципе, мы не стали заморачиваться, мы уже были настолько уставшие. Главное была чистая кроватка и теплый душ. Все вечером настолько красиво светится, что мы были под большим впечатлением. Поужинали и сразу спать. Ну, в принципе, единственный нюанс в Грузии — это в 8 часов ты, наверное, здесь нигде не позавтракаешь. Поэтому мы сейчас собираемся, доедим то, что у нас осталось, и отправимся в путь. Решил с утра никого не беспокоить. Сам себе заварю чаек. Тем более тут в любом кране течет шикарная вода. За что я и люблю Грузию. До сих пор 7 утра. Конечно, тут все еще спят. Но все равно очень классно и красиво. Не сидеть дома. Ну, в общем, вот так вот прошло наше утро. И мы, в принципе, загрузившись, как обычно, направились уже в сторону границы Турции. Ну, конечно, трасса здесь очень изобилует всяческими видами. Вот, кстати, одно из моих любимых мест, где я все время стараюсь подкрепляться бубликами. И продолжили дальше наше путешествие. Когда на трассу выходишь, здесь уже на развилке налево Тбилиси, направо Батуми, вот за такими ветровиками такая, ну, есть большая заправка. Мы всегда, в принципе, на ней заправляемся. Бензин очень качественный. Ну, по крайней мере, нам он очень нравится. Ну, начались тоннели. Началась интересная, уже более такая, менее гористая дорога. Ну и, конечно, не могли проехать мимо своего любимого магазинчика вина. Вот, кстати, у нас опять преследует дождь нас. И заезжая уже в Батуми, мы после тоннеля были очень впечатлены тем, что вроде, казалось бы, ну там ливень такой лил. Да, здесь в Батуми мы когда заехали, тут бах такая, и уже жарище, солнце жарит. Мы буквально, ну не знаю, остановившись, может быть, минут на 10-15, у нас все вещи подсохли, все дождевики, как раз там то, что промокло, перчатки. Вот такой у нас привальчик был на въезде в Батуми. И мы уже в легкой форме поехали дальше, уже в сторону границы с Турцией.
проскочив по самому Батуми, ну, немного вспомнив, мы уже были в этом городе и не один раз. Нам он очень нравится, колоритный, ночью очень красивый. Э, Нам, кстати, больше нравится ночью он, чем днем. Ну, а мы тем временем движемся в сторону Турции. Не доезжая до самой Турции, буквально, может быть, километров за 10, начинается куча обменников. И вот тут я уже вам рекомендую присматривать подходящий для себя курс, если вы планируете обменять какую-то валюту. Мы уже непосредственно перед самой границей обменяли $100, довольно-таки по невыгодному курсу. Получилось 1 лира 4,5 рубля. Ну, там конский курс по-любому. Но вам в любом случае надо будет купить страховку, которую вас заставят купить между двумя границами. И там есть, конечно, тоже пункт обмена, но там тоже курс не очень удовлетворительный. Мы приобрели страховку, поскольку без страховки движение по этой стране невозможно. Я в России пытался, конечно, сделать грин-карту для Турции, и в принципе это упрощает прохождение границы, но когда я начал ее забирать, там была одна ошибка в фамилии, и пришлось отказаться. И поэтому оформлял ее здесь на месте. Саму границу мы прошли довольно быстро. В принципе, у нас заняло все прохождение, в 1,5 часа мы уложились. Здесь, как и на предыдущей границе, все пассажиры отдельно проходят КПП досмотра. Ну и, конечно, въехав в Турцию, мы обалдели от дорог, от этого многополосного движения, от качества полотна. Ну, а тем временем, как вы видите, мы вроде и не планировали опять ночью ехать, но выхода нету. Мы едем опять ночью. Едем мы уже до отеля. Отель у нас называется Арсен. Мы его изначально приметили, остановившись в кафе. Мы, в принципе, пока у нас не было своей сим-карты, мы пользовались только Wi-Fi в кафе. Отель оказался довольно-таки приятный, обошелся нам стоимостью 600 лир, и это, кстати, со включенными завтраками. Но забегу вперед, на обратном пути он уже был немного подороже. Ну а мы тем временем двинулись в сторону Трабзона, заехав в сам Трабзон, мы свернули налево и поехали по гористой местности по серпантинам. Ну, еще сразу скажу, заранее я для себя скачал на телефон себе и супруге своей Maps.me, это оффлайн карты, и сразу туда загрузил Турцию, Грузию. Ну, чтобы если вдруг вот таких вот моментов, как в кафе останавливаться, вроде карту проложил, но все равно же онлайн, ну, интернета нету и сложно в дальнейшем по маршруту ехать. И в одном из кафе мы остановились, у меня немного такая заминка была, я не знал, как ехать. Мы, когда после Трабзона, получается, должны были ехать в сторону Каппадокии, проезжая один из больших городов Сивас. Заехали в город Гюмüşhane. Кстати, там мы довольно-таки очень много банкоматов нашли. Там же с банкомата сняли налички немного, потому что те $100, которые мы поменяли, у нас довольно-таки быстро кончались. Нам надо было заправляться, кушать. И в дальнейшем, вот, кстати, этот городок Гюмüşhane. И, кстати, в этом городе я не знал, как дальше ехать нам, потому что он прокладывал дорогу через Сиран, уже к местным, подойдя, поговорив, все-таки они рекомендовали поехать через город Эрзинджан. И поэтому мы немного проложили маршрут. Да, он на 40 километров дальше, но, как видите, он довольно-таки очень красивый. Вот заметьте, здесь вот все такие перевалы. Очень дороги нравятся, вот такие перевалы, они все отмечены, высота какая стоит, либо, да, вот длина моста, сразу тут знак стоит, вот мост, допустим, такой длины, вы по нему сейчас проедете, или тоннель, он вот такой-то длины, но отметка обязательно стоит, очень это радует в плане вот, сопровождения, когда ты по трассе едешь. Вот, пройдя перевал и уже двигаясь, подъезжая ближе к городу Сивас, нас уже начал одолевать кошмарнейший голод.
И поскольку запасы наши были съедены уже до этого, а в магазинах мы не закупились, мы начали уже искать себе какое-то кафе и нашли для себя одну из лучших кафешек, где одно из самых вкусных для нас, по крайней мере, готовят Адана Кебаб. Ну, обязательно точка будет отмечена в комментариях ниже. И еще скажу вам, почему мы так сильно проголодались, потому что по дороге, когда едешь, очень много кафешек стоит. Останавливаешься, заходишь, а там только чай. Дальше едешь, кафе, остановился, зашел, вроде все хорошо, там опять только чай. А потом, когда мы уже поняли, что надо искать не кафе, а именно, чтобы было написано ресторан, и тогда там будет еда. Ну, а мы тем временем, как обычно, уже опять не успевали, уже опять у нас по времени не укладывались мы. И мы хотели все-таки приехать в Каппадокию этим днем. И уже нам пришлось проехать за этот световой день 738 километров, чтобы добраться именно уже до Каппадокии, потому что именно там мы хотели переночевать. Ну и как вы видите, у нас это получилось, и мы в Каппадокии. Заветная мечта моей супруги наконец-таки сбылась, она приехала в Каппадокию. Так, ну что я вам скажу, друзья. Едешь всю ночь такой, едешь, просыпаешься в номере, кто-то за окном все время шумит. Номер такой интересный. Что за люди спать не дают? Дверь открываешь, а там, ё-моё, все куда-то летят, все куда-то спешат. Что за люди спать не дают? И вот она, прекрасное утро в Каппадокии. Конечно, мы, как и планировали, как я, вернее, планировал, я обязательно хотел в Каппадокии остановиться и переночевать именно вот в таких домиках в скале. Ну и как вы видели фотографию вот ночную, когда мы заселялись, мы такой домик и облюбовали себе. Обязательно ниже оставлю вам точку, где этот отель находится. По крайней мере, нам он очень понравился. Рядом, недалеко, здесь как раз таки стартовая площадка находилась всех этих шаров. И, в принципе, уже открывая саму дверь, ты уже попадаешь в этот удивительный мир. Ну и, конечно, понаблюдав это утро за воздушными шарами, мы не стали высыпаться, у нас еще день был впереди, поэтому мы сразу побежали осваивать всяческие подвалы, подземные там дома. Ну, на самом деле, саму вот этот поселок Невшхир, да, и вот эту вот Каппадокию красивую, ее, наверное, не пройти за там день-два. Вот мы здесь 2 дня всего были, да, вот добрались до монастыря, тоже вот пошли в такое удивительное место. И там таких мест очень много. Пойдешь там налево, там один музей, направо другой музей. Очень, ну, все симпатично, красиво. Вот мы один из таких вот церквей решили посетить. Там куча маленьких тоннелей, проходов. Это все настолько занимательно и удивительно, потому что здесь жили люди, здесь проходил, да, какой-то быт людей. Начинаешь об этом задумываться. Ну, вот такие моменты, да, это все строение, как оно делалось. Ну, не буду углубляться, но лазили мы здесь, бегали по этим подвалам, как ошалевшие дети. Потому что, ну, действительно было настолько это занимательно, интересно. И казалось бы, ну вот вроде уже полазил, что тебя может еще удивить. А вот здесь, допустим, мы уже залезли, да, в тупиковую такую комнату, получается. А здесь еще, ну, люди, получается, видимо, прятались. И чтобы никто не пробрался, ты когда заходишь в эту комнату, вот сейчас я развернусь, получается, и камеру направлю. И здесь такая заслонка,
Я почему-то всегда мультик Флинстонов вспоминаю, когда вот такие каменные круги вижу. И вот получается, таким кругом можно было закрыться в этой комнате, и уже к вам никто не проберется. Системы вентиляции такие. Ну, там очень безумных моментов таких, когда начинаешь углубляться. Ну, прям воодушевляет. И хочется еще и еще посмотреть. И там получается к каждому объекту надо столько времени, ну, потратить, чтобы реально его понять, осмыслить, посмотреть, чтобы он тебе понравился. Но времени у нас было немного. Вот мы, кстати, на выходе заказали себе свежевыжатый сок. Нас хозяин этой лавочки прям очень сильно уговорил сфотографироваться на общую фотографию. Ну а мы тем временем вот дальше поехали просто по округе, попутешествовать, посмотреть места эти, поскольку ну там куда ни поверни, куда ни съедь на какой-то, либо вид какой-то красивый, либо, ну, очень впечатляет это место. Ну, а мы тем временем заехали на одну из смотровых площадок с потрясающим видом. Вот, кстати, на эту гору мы и в дальнейшем поедем. Вот, приехали сюда. Здесь, конечно, очень сильно напрягала вот эта брусчатка. Одностороннее движение, потому что назад не развернешься, и уже моментом там были вот такие булыжники. Было не очень комфортно на голде ехать, потому что все-таки она тяжелая, и местами там дорога она провалена. И получалось, что ну, очень тяжело было мотоцикл удерживать. Поэтому, опять же, остановились в пару таких вот симпатичных локаций, погуляли, посмотрели эту гору. Ну, опять же, вид на то место, где мы живем. Я представляю, какой потрясающий вид здесь, наверное, с утра, когда все шары взлетают. Поэтому, ну, немного побродив здесь, мы двинулись дальше, потому что дело уже было к вечеру. И, в принципе, мы планировали еще немного посмотреть старты шаров. Да, кстати, если вы планируете на них полетать, то обязательно заказывать. Вот вы только приехали и сразу ищите, у кого вы возьмете ну, билеты на полеты на шаре. Потому что в большинстве своем бывают потоки туристов, не зависящих ни от чего. И вы вроде, ну, смотрите людей немного, а уже на полеты нет свободных мест, бывает даже на день, на два. Поэтому заранее об этом позаботьтесь. Ну, а тем временем уже дело к вечеру. Мы вот приехали обратно к нашему отелю, немного побродив по территории вокруг отеля. Очень красивые променады, прогулочные. И уже вот наступил следующий день. Этим утром мы решили непосредственно на мотоцикле доехать до старта этих шаров, посмотреть, где это. Ну и, конечно, сделать пару эпичных фотографий с нашим боевым конем, поскольку он все-таки нас сюда довез. Он делает нам путешествие. Вообще, конечно, если вернуться к самому старту нашего путешествия, изначально я немного слукавил, сказав, что мы не планировали. Ну, я, конечно, планировал. Я предполагал, одна из локаций была у меня Каппадокия, потому что давно хотели сюда попасть. Довольно-таки значимое место даже для всей нашей планеты. Здесь очень много туристов бывает из разных стран. Поэтому и также я хотел очень сильно удивить этой поездкой свою супругу, ну, что мне в принципе и удалось. Она, наверное, уже до последнего момента не знала, уже когда только мы подъезжали к самому вот этому населенному пункту Невшхиру, я ей сказал, что мы все-таки с тобой едем в Каппадокию. Ну, очень ей понравилось, очень была довольна. Ну, в принципе, вы видели по ее большущей улыбке. Поскольку я ей все-таки до конца весь маршрут так и не рассказывал, и ее еще ждал большущий сюрприз, куда мы дальше едем. Ну, изначально же была договоренность, вот вроде доедем до Грузии, значит, нравится, едем дальше. Доехали до Турции, нравится, едем дальше. Да, я и говорил, что едем в сторону Средиземного моря, но что будем заезжать в Каппадокию и еще куда мы будем заезжать, я уж тем более ей не говорил. Ну а вы тем временем можете наблюдать эти невероятнейшие пейзажи. Здесь, я же говорю, куда ни повернись, камеру не включи,
Везде великолепный вид. Конечно, отсюда мы привезли, наверное, не одну сотню фотографий с разных локаций. Ну а мы на саму Каппадокию, конечно, заложили 2 дня, получается, но этим днем сегодня мы уже планировали добраться до Средиземного моря. В принципе, там и по километражу оставалось немного, поэтому мы себе могли позволить стартануть в районе обеда в сторону уже Средиземного моря. Поскольку наша задача была все-таки доехать до Кипра, это уже был мой сюрприз второй до нашей локации, нам нужно было добраться до города Ташуджу, где находилась контора, в которой я планировал приобрести билеты на паром до Кипра. Поскольку все-таки это рабочий день был, и где-то до 6 до 7 он как раз таки работал, ну, эта контора работала. Поэтому нам надо было уже, в принципе, немного притопить. И по билетам на паром можно брать их на сайте. В описании я выложу сайт. Но я хотел по месту взять, потому что там паром плавает через день. Ну, постоянно меняющиеся расписания, поэтому нужно было приехать по факту, уже посмотреть. Я думал, если получится, мы сегодня уплывем. Если не получится, мы уплывем завтра. И от этого отталкиваться. Вот, кстати, как называется эта контора. Ну, а мы тем временем уже на Средиземном море. Приобрели билеты в этой конторе. Взяли туда и обратно с, получается, одной всего ночевкой на Кипре. Да, конечно, казалось бы, одна ночевка — это немного кощунство, да, плыть в такое место, но отпуск был не резиновый, поэтому... Да и в принципе, если по расписанию, то вы посмотрите, паром плыл туда, вот, кстати, это по километражу, сколько от Невшхира до Ташуджу мы проехали. Вот получается, смотрите, паром стартует ночью и приплывает туда рано утром, то есть у вас полный день есть. И уплывает оттуда он тоже ночью. И получается у вас потом еще один день есть. То есть полноценных 2 дня, чтобы познакомиться с Кипром, я думаю, нам должно было хватить. Я на тот момент предполагал. Конечно, хотелось остаться надольше, но уже поджимали дни, на которые мы планировали отпуск свой. Вот так получается, мы паркуемся на пароме. Это вот местные работники помогают здесь по месту. Вот в такой лифт заезжают грузовики. Вон туда в подвал спускаются машины. А такая багажная у них секция. И вот так паркуют здесь красавцев. Так, ну что, привет. Сегодня проснулись в таком прикольном отельчике в виде кораблика. Я не пойму, там сегодня в шторм, видимо. У нас вот такой номерочек. Все утро качает. Вот что значит снять бюджетное жилье на море где-то. Вон, гляньте, какая вот эти эпичная тут, как в корабле. Оп, лючок такой. Что это? Да мы походу плывем куда-то. Ё-моё. Ё-моё. Не понял я. Ё-моё. Походу на Кипр. Ну, как вы уже поняли, я режиссер от Бога, поэтому вот такие ролики будут иногда тут присутствовать. Вот тут всего немного, 125 километров, и мы на Кипре. Вот в таком номере мы жили, получается. В общем, вот такой кораблик у нас. Даже есть вертолетная площадка. Как говорится, круиз по бюджету. Аквапарка нету, бассейна нету. Но есть две большие трубы.
куча лодок по бокам висит. Ну и если присмотреться, то этот большущий остров похож на большущий Кипр. А ну-ка сейчас подойду поближе. Вроде и море сильно не волнуется, но корабль раскачивает добро. Вот название корабля Виамара. Ну и вот такая небольшая экскурсия по самому кораблю. Ну а мы тем временем, видите, никак не нарадуемся тому, что мы все-таки добрались до Кипра. Для нас это очень значимо было. Поэтому радости, конечно, тут просто полные штаны, как говорится. Ну и уже приближались к порту. Так, ну что, настало время пробовать выбраться. Поскольку сегодня загрузка грузовиков была вообще просто с ума сойдешь. Очень долго аж задержались по времени отправления. Вот так подперли красавца. Ну и поскольку легковые автомобили здесь выпускают самыми последними, а мы припарковались за грузовиками, при первой возможности я уже сразу стартанул за грузовиками. При выезде нам навязали, наверное, может быть, многие по отзывам я читал, кто туристы туда ездит на Кипр, да, своим ходом, пишут, что не обязательная страховка, именно киприотская. Но мы не стали рисковать и оформили эту страховку на месте. В принципе, там по цене не так много было, ну, чтобы проблем не было. И потихонечку двинулись по самому Кипру, в самый хвост, как говорится, его, если кто видел Кипр на картах мира. По стоимости, если кому интересно, у нас получился паром туда-обратно 3400 лир и 70 вот эта страховка, которую нам предложили оформить при въезде. Конечно, на сегодня я посмотрел на сайте, уже стоимость парома в 2 раза поднялась. И плюс они еще запустили дополнительный паром, который, кстати, довольно-таки очень почему-то дорогой. Ну, вот как-то так на сегодня. И, кстати, один из немаловажных фактов, ну, вот сейчас отвлекусь, это вот одна из кафешек нам очень понравилась. Мы здесь заехали, доброжелательные люди, еда очень вкусная, ну, в принципе, как и везде по всей Турции. И, в общем, вернусь к немаловажному факту, это то, что мы, когда туда отправлялись, перед паромом познакомились с одной из женщин. Она ехала в свою квартиру, купила там, на Украине живет. И, получается, она нам задала вопрос, почему вы не купили каюту. Я первый раз слышу, говорю, что каюта есть там какая-то. А оказывается, вот да, действительно, вот эта каюта, это за дополнительную плату. Ну, ребята, я вам скажу, это стоит того. Поскольку, когда мы обратно ехали, у нас не было этой каюты, уже все были заняты. Я вам скажу, там невозможно поспать на этом пароме нигде. Поэтому покупка каюты — это то, на чем я вам точно уж не рекомендую экономить. Ну а мы тем временем, как видите, уже двинулись по Кипру в сторону одного из отелей. Кстати, сим-карта на Кипре, интернет не работал, тот, который я купил на материке на самом. Вот такой небольшой отель мы здесь сняли, получается, вот такую комнату. Ну, кстати, как обычно, включенные завтраки здесь были. Ну и сам по себе, кстати, здесь пляж почему-то всегда пустой. Люди приезжают в этот отель, отдельно оплачивают въезд на территорию аквапарка и отдыхают в аквапарке. А на море, ну да, конечно, прибрежная часть не столь чистая, но море очень чистое. Сам по себе пляж приятный. И там, кстати, очень много заграждений, где стоят, ну, такие знаки, уведомляющие вас о том, что здесь, как они правильно, яйца откладывают черепахи. Вот так, наверное. Вот, кстати, сейчас вы увидите фотографию. А так, место нам очень понравилось. Мы хорошо выспались, отдохнули, посмотрели дорогу. Ну, посмотрели сам Кипр. Много очень таких домов, видимо, купленных, закрытых, смотрю, нежилых стоит. Ну, скорее всего, люди в недвижимость деньги вкладывают.
Ну, а по самому Кипру мы как бы особо не попутешествовали. Ну, вот переночевали, да, до этого отеля доехали. Нам было интересно именно поездить по Кипру. Да, мы до него доехали, переночевали, отдохнули там и двинулись в обратную сторону. Потому что в Гирине мы приметили несколько для себя достопримечательностей. Одной из которых была это замок Святого Илариона, по-моему, он на гуглах так отмечен. И когда мы парковались в порту, тоже один из таких крупных таких фортов был, нам очень понравился. И поэтому мы решили туда пораньше выдвинуться, посмотреть именно достопримечательности, ведь нам в путешествии, ну, по крайней мере, мне всегда очень нравится именно заезжать в такие исторические локации, где, ну, как раз таки можно прикоснуться к вот этим древним строениям, сооружениям. Ну, по крайней мере, я очень от этого, как говорится, кайфую. Ну и мы тем временем уже движемся по Кипру и приближаемся как раз таки к этому замку. На обратном пути он, кстати, очень удобен. Если ехать, получается, вот мы когда туда ехали, в этот отель, было не очень удобно сворачивать. Там надо было разворачивать, развязки искать. Кстати, опять же, выручала Maps.me. И вот, когда мы ехали на обратном пути, вот если вы увидите, вот мы как раз Колесье, это как раз таки замок у них, по-моему, насколько я помню. И вот такая вот дорога, сворачиваясь на нее очень удобно. Ты, получается, это как раз таки по пути, по обратному пути. И довольно-таки очень узкая, но все чистенько, везде все прибрано. Один из моментов, кстати, учтите, что замок работает до 17:00. И мы как раз таки вот успевали посмотреть его до закрытия. Там милая женщина все объяснила, нам рассказала, как, что и где. И сказала, поторопитесь, у вас всего как раз было, у нас как раз оставалось 2 часа, которых нам с лихвой хватило побродить по замку. Нам, ну, довольно-таки очень впечатляющая дорога к нему идет, с великолепными видами. Кстати, вот в город Гирине, откуда корабль отправляется в сторону Турции. По дороге, кстати, к этому замку, там, по-моему, британская как раз-таки стоит военная база в этом районе. Там даже знаки стоят, снимать запрещено. Ну и вообще, в принципе, если вы поднимете информацию о Кипре, тут по британским этим военным базам надо быть очень аккуратным, чтобы, ну, на себя не навлечь беду. Ну а вот этот замок, ну, конечно, видео не передает эту колоссальность конструкции. Он расположен на, ну, на такой, на одной из самых высоких точек, получается. Вот его общий вид, ну, действительно, просто колоссальная конструкция из фильма. Вот решили покорить замок на Кипре. Вот, смотрите, какая красота тут открывается. Замок называется? Не знаю, но там было название Сергея. Вообще-то Святого Илариона. Тут столько всякой живности кричит. Как они жили в этом замке. Мне кажется, тут со страху можно было помереть. Вон вид на Кипр. Физическую подготовку нашу выдает наше дыхание в камеру. Но еще совсем чуть-чуть. И в принципе мы в замке. Даже не знаю, как по-древнегречески открывайте ворота. Мы здесь. Даже не представляю, у кого была идея вообще попробовать захватить этот замок. Сюда пока дойдешь, скажешь. Ага. Подниматься сюда лучше с хорошей физической подготовкой. Вот что у нас тут. Ух ты, тут. Сегодня, кстати, нам повезло. Понедельник, оказывается, выходной здесь. И людей вообще нету. И еще в чем нам повезло. Он в 4 часа закрывается. Так, ну здесь, скорее всего, сидели вино попивали вечерами. Все. Ну что, всем привет с вершины Кипра. Не ожидали? Вон, посмотрите, куда мы забрались.
Ирина пихается. Так, ну что, добрались мы до самой вершины смотровой. И уже надо время спускаться. Спешить, вернее, спускаться обратно. Вид, конечно, тут потрясающий. Вон там внизу мы мотоцикл свой припарковали. Ступеньки просто вообще скользкие до безумия. Особенно здесь наверху. Здесь еще хоть дорожку эту. Смотрите, как сделали. Не для слабонервных. Она такая на самом деле узенькая. В 3 ступни. Ну, я думаю, что мы точно не пожалели, что сюда поднялись. Потому что вид отсюда действительно красивый. И действительно, вид здесь просто неописуемый. И ты начинаешь понимать, да, вот эту вот ситуацию, когда здесь люди давно здесь жили, вот эта вся жизнь здесь кипела в этом замке. Ну, я просто даже не удержался, после вот таких вот симпатичных фотографий для вас смонтировал еще один великолепнейший фильм. Принц Джонс! Принц Джонс! Принц Джонс! Принц Джонс! Принц Джонс! Принц Джонс! Нас напали! Ну что я вам хочу сказать, Гай Ричи, конечно, нервно плачет в стороне. Ну, а мы тем временем забросили кинематограф и поехали дальше. А поехали мы уже в сторону порта. И там у нас по планам было заехать и узнать, возможно ли еще приобрести на обратный путь это как раз таки вот такую каюту. Для нас оказалось очень печально то, что уже на обратный путь каюты были полностью все распроданы. У нас, конечно, была еще мысль о том, что мы по месту, получается, человек, который торгует там на корабле всякими газированными напитками, чаем, он еще дополнительно продавал эти каюты. Мы как бы оставили надежду, что мы еще, может быть, там приобретем его. Спустившись в сам город, да, Гирине, мы, получается, ну, нашли опять же кафешку, и одной из локаций, которую мы еще хотели посетить, это как раз таки форт такой большой защитный на самом берегу. Когда ты подплываешь, его очень хорошо видно, он довольно-таки очень симпатично смотрится. Да, кстати, не забываем про движение. Тут не правостороннее движение, а левостороннее. Я, кстати, был очень... И забыл, кстати, вам об этом рассказать. Когда мы на Кипр заехали, я еще не понял. Думаю, мне кажется, что здесь что-то не как обычно. И, соответственно, увидев, как люди движутся, мы быстренько перестроились и поехали уже по своей полосе. Это было для нас, конечно, небольшим сюрпризом. Ну а мы тем временем по самому городу едем. Также здесь работают банкоматы. В принципе, если у вас карта позволяет снимать деньги в Турции, то также вы здесь можете и обналичить их в любом банкомате. Банкоматов очень много. Вот мы, кстати, заехали, вот это въезд в порт. Вот, кстати, вот там, видите, вдалеке это корабль, на котором мы плыли. Он уже пришвартован. Дело уже к вечеру, получается. Мы заехали, узнали, что свободных кают уже нету, и пошли немного погулять по самому городу, получается, Гирине. Довольно-таки очень долго пришлось кружить, чтобы найти место, где нам, найти этот форт, получается, чтобы к нему подъехать. Он со всех сторон закрыт, но нам добрые люди сказали: не стесняйтесь, езжайте вот по пешеходной дорожке, никого не бойтесь. И мы вот довольно-таки очень близко к нему подъехали на мотоцикле.
Это вот расстояние получается, опять же, от нашего отеля до самого портового города Игирины. Здесь вокруг этого форта мы довольно-таки очень долго колесили. Время, кстати, уже к закату. Ну, я не удержался и исполнил танец победный того, что мы все-таки добрались до Кипра, посмотрели его. Очень много здесь посмотрели за 2 дня. Это действительно большой маршрут, который мы преодолели для себя. Ну, такие места, такие локации, мы даже сами не ожидали, что мы столько сможем посмотреть. И поскольку у нас еще оставалось время до отправления, мы поехали чуть-чуть дальше. Проехав несколько буквально городов, ну, мы искали, в принципе, любой съезд с хорошим пляжем. И вот в один из съездов мы вот подъехали, такой довольно-таки симпатичный пляж. Уже единственное, что все было там закрыто на нем, но покупаться нам удалось. Кстати, души работали еще, ну, туалеты были закрыты. Поискали администрацию, ну, уже никого не было, уже дело к вечеру, все было закрыто. Ну, мы с удовольствием, кстати, познакомились там с местными людьми и повеселились, как говорится, покупались, и уже дело было к отправлению, поэтому мы отправились в сторону парома. А ведь, как говорится, каюты у нас уже не было, и мы не знали, что понедельник это выходной здесь. Ребята, обратно поехало столько цыганей, это просто, мы были в таком шоке. Корабль забит был в хлам, сидячих мест еле нашли мы. И мы настолько вымучились на обратном пути, мы просто когда приплыли утром, я сказал, говорю, мы дальше не поедем. Вот мы нашли ближайший отель, вот с видом на такой симпатичный форт. Такой вот турецкий классный пляж. Людей как в Архипо-Осиповке, но зато сплошные древности вокруг. Вот такая водичка и холя. Ну, а я тем временем стараюсь не упустить возможность подкрепиться вот такими бубликами. Погуляли, побродили, отдохнули, искупались, посмотрели вот такие древности, зашли в рыбный ресторан, были в шоке от цен, конечно, почему-то здесь все рыбное очень дорого. Посмотрели вечерний городок с названием Акденис. И утром мы уже направились выспавшиеся, очень хорошо отдохнувшиеся, полностью снявшие усталость, потому что, я же говорю, паром обратно нас невероятно вымотал. Мы всю ночь не спали. Все время какие-то цыгане подходили, нас трогали, что-то там спрашивали у нас. Я не знаю, все время переживал за эти шлема, они там лежали у нас. Я все время в обнимку с ними спал. Да что там спал? Я же говорю, сидя там не уснешь. Сиденья жесткие. Ну, в общем, как говорится, веселье да и только. Ну, а мы тем временем уже двигались в сторону Грузии, поскольку здесь основные свои локации, которые мы хотели бы посмотреть, посмотрели. И получается, мы сейчас едем в сторону города Эрзинджан. Получается, 814 километров мы проехали. Очень долго колесили в самом городе, еле нашли отель. Был какой-то то ли футбольный матч, все отели были заняты. Он, кстати, милый мужчина, говорит, давайте я вас сфоткаю. Ну и немного себя даже сфотографировал. Ну, кстати, скажу, от самой дороги мы не особо устали, поскольку хорошо выспались, отдохнули. Даже почему-то номер мы взяли без кондиционера, у него был. Ну, одни из свободных, мы сильно там особо не выбирали. И потихонечку мы уже двинулись в сторону города Трабзон. В самом Трабзоне мы никогда до этого не были, поэтому, в принципе, решили в нем остановиться буквально там на одну ночевку и через него уже стартануть до границы Грузии в Батуми. Вот такие симпатичные памятники, монументы. Ну, оформление вообще города довольно-таки очень часто встречается по дороге, поэтому, в принципе, вот то едешь по таким красивым гористым, холмистым, да, местностям, то получается вот заезжаешь в такие колоритные города, где действительно есть что посмотреть. Да и так просто даже не скучаешь по дороге, потому что пробеги зачастую бывают, ну, действительно длинные.
вы сами видите по километражу. Бывает и 200 пройдешь за день, а бывает и под 800 километров проезжаем. Но в принципе, ну, стараешься себя не выматывать дорогой, потому что, ну, очень хочется именно наслаждаться путешествием, потому что мы все-таки для этого отправились в этот путь. Ну а мы тем временем решили насладиться колоритом города Трабзона, погулять по рынкам, погулять по таким узким улочкам этого старого, довольно-таки очень древний город, поэтому, ну, ради интереса даже почем картошка здесь, да, сфотографировали. Очень много оливок, что впечатлило мою жену, потому что она очень безумно их любит. Ну, вдоволь нагулявшись по этому городу, посмотрев весь этот колорит, мы уже отправились, получается, в сторону отеля Арсен, в котором мы останавливались, когда ехали сюда. И у нас, получается, случилась такая легкая неприятность. Левый кофр перестал открываться. Я долго возился, ну, подбирал ключи, ничего не получалось. Заехал на рынок. На рынке мужик оказался когда-то давно, был у нас в России, выучил слова и все время за мной ходит. Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Ну вот чуть потом, уже ближе к границе, я нашел вот такой вот, получается, СТО. И уже собрав большущий консилиум, мы кое-как просто сняли одно крепление. И я оставил это так, лишь бы, как говорится, он открывался, чтобы проблем на переходе границ не было у меня. Ну, я же говорю, это немного напрягало. Да, можно было бы забросить его там, как такое, где открывать, но проблемы могли возникнуть на самом прохождении границы. Вот, кстати, мы уже прошли границу, заехали обратно в Грузию. По километражу там довольно-таки близко от отеля Арсен, 186 всего километров. По набережной мы ехали, довольно-таки очень все красиво. И когда мы ехали обратно, получается, проходя границу, мы познакомились с французом, который путешествовал на гусе, 1250 гусь у него был. И мы ему предложили поехать вместе поужинать. Довольно-таки интересный мужчина оказался, зовут его Фабрис, он из Бордо, очень общительный. Оказался, как и я, ценитель коньяка, поэтому мы себя не сдерживали и нашли ближайшее довольно-таки очень симпатичное кафе. За ужином с ним мы выяснили, что он тоже планирует остановку в Батуми, и в принципе он нам предложил остановиться как раз таки в том отеле, в котором и он. Вечером вместе пошли гулять уже по самому Батуми, по всем его достопримечательностям. Как я уже говорил до этого, город этот очень колоритно смотрится ночью. Ну и мы пошли показывать нашему уже новому другу из Франции все достопримечательности этого колоритного города. Он здесь, кстати, был первый раз вообще в принципе в своей жизни. Поэтому мы показали ему максимально красивые локации. Ну, рано утром мы пожелали ему удачи, потому что он оставался здесь, в Батуми. А сами уже рванули в сторону Тбилиси. Поскольку мой отпуск уже неумолимо подходил к концу, а мы еще по планам хотели все-таки заехать в Тбилиси, посмотреть его, погулять еще очередной раз. Мы этот город очень любим, он для нас очень колоритен в плане путешествий, пеших прогулок по нему. Ну, тем временем мы выезжали уже из Батуми. Легкий дождь нас, как обычно, здесь встречал, провожал. Он нас, видимо, очень любит в Грузии. С Батуми до Грузии довольно-таки не близкая дорога, но довольно-таки очень колоритная. Очень с красивыми такими поселками. И обязательно, конечно же, мы опять заехали в нашу винодельню Кхаребе. Ну и человек, который ехал сзади, был очень уставшим от вина. И получается, я ненадолго даже потерял его. Пытался разбудить ее, но никак она не хотела просыпаться. И потом я увидел цветы и по рации начал кричать ей: цветы, цветы, давай фотографироваться. И тут бах, она проснулась. Ну и мы остановились на такую легкую паузу, пофотографировались в цветочках. И проехав совсем уже немного, мы уже приближались к городу Тбилиси. Обязательно перед въездом в Тбилиси мы стараемся заезжать в одну из любимых наших локаций. Это Хинкальную, куда любят заезжать местные. Это вот, кстати, мы на нее как раз таки свернули.
Прокатились по городу Мцхета, дали небольшой кружок. Мы уже были в этой локации, очень много здесь посмотрели. Вот он, кстати, вид на главный монастырь в Мцхете. Довольно-таки очень красивое место. Если вы даже там ни разу не бывали, обязательно заедьте. Это старая столица Тбилиси, насколько я помню. Очень красивая река здесь течет. Ну, на сегодня она может быть и некрасивая, просто слегка коричневый цвет, но от этого меньше не становится. На тот момент мы еще не знали, но для нас это было сигналом. Ну, а про это я вам расскажу немного позже. Ну, а мы тем временем дали кружок вокруг Мцхеты и направились в сторону, получается, той хинкальной, в которую мы планировали заехать отужинать. Как раз про нее чуть раньше говорил. Вы знаете, у нас первое знакомство с ней было не очень приятное, потому что нам не объяснили, как там обслуживают и как вообще себя вести. Мы туда пришли, попросили меню, нам меню не несут, сидим 10-15 минут, уже знаете, как бы такой накал, вроде еще раз попросили, сказала да, а потом оказывается там просто берется номер столика, спускаешься вниз, по этому номеру столика делаешь заказ, сразу оплачиваешь и идешь наверх. Для нас это, наверное, одни из самых лучших хинкали, которые мы пробовали. Да, много где вкусно готовят, но все-таки вот именно вот в этом кафе, как раз вы сейчас его видите на экране, нам они больше всего нравятся. Ну и в принципе, как бы помимо этого, там есть очень много замечательных и вкусных блюд. Ну, от ужинов мы направились уже в сам Тбилиси. В Тбилиси мы тоже для себя уже давно приметили несколько отелей. И вот в одном из этих отелей мы останавливаемся. Потому что путешествие на мототранспорте, оно предполагает такую ситуацию, что не везде ты припаркуешься на мотоцикле. А как раз таки в этом отеле есть своя парковка. И для нас это очень большое подспорье. Она находится как раз таки в центре, в районе старого Тбилиси, где, припарковав мотоцикл, ты спокойно можешь дальше пешком осматривать все достопримечательности, все в шаговой доступности. Вот 365 километров, вот такой путь, да, он не сильно по километражу большой, но довольно-таки очень длительный по времени. Ну, а тем временем уже наступил следующий день, и мы начали нашу прогулку по самому старому Тбилиси. Конечно, сам Тбилиси мы уже посещали много раз, но для себя я отметил то, что я не могу нагуляться по этому городу. Действительно, вот вышел, просто ходишь, и хочется еще сюда зайти, да. У меня жена очень любит парадные смотреть в этом городе. Постоянно мы ходим, находим для себя что-то новое, какие-то новые улочки, закоулочки. И, конечно, не проходим мимо нашей любимой винодельни, это Хареба. Я не рекламирую никому ничего, но для нас это очень вкусные напитки, которые мы никогда не оставляем без внимания, находясь в этом городе. Ну, а тем временем, погуляв по достопримечательностям этого города, я не мог не зайти на свое любимое место. Это барахолка. Я еще тот барахольщик, поэтому стараюсь всегда туда заезжать и какое-нибудь барахло себе купить. Поэтому и в этот раз мы тоже обязательно туда зашли. Дальше пошли опять вот уже по маршруту супруги. Это зашли вот в такие симпатичные парадные. Их там очень много. Много статей в интернете вы можете найти, где и как в них проникнуть. Многие работают по расписанию. В некоторых надо потайной пароль искать. Поэтому мы побродили и дальше уже поехали на вот такой вагонетке вверх на смотровую. Ялта, парус, во всем только мы одни. Ялта, август, и только мы одни. Жена у меня, как всегда, выпросила порулить вот этой вагонеткой.
Ну а на самом верху нас уже ждал вот такой вот симпатичный дождик. Я, чтобы не скучать, заказал себе порцию хинкали и зашел в интернет посмотреть новости. В одном из кафе я вот такой музыкальный туалет увидел и не знал даже вставить, куда это видео. Но после того, как увидел новостную ленту и то, что размыло все дороги, я понял, что она подходит к нашей ситуации. Получается, и проехать уже в сторону России не представлялось возможным. Мы поняли, что зависли здесь как минимум на неделю, как говорили. Ну, потом оказалось, что чуть-чуть поменьше. Вот такая вот сложная ситуация на дорогах. И мы вспомнили о нашем друге Фабрисе из Франции. И после пару бокалов виноградного сока я вспомнил, что я идеально говорю по-английски. И решил ему сообщить, что мы здесь задержимся еще на пару дней. Fabrice, my friend, you need live 2 days on the Tbilisi because wonderful place, very wonderful place. More Robocops, more. It's a wonderful place for Robocops because if you see wonderful view. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну и, конечно же, после такого прекрасного сообщения он, недолго думая, все бросил дела в Батуми и поехал к нам в Тбилиси. Ну а мы тем временем продолжали по различным парадным, по старым улочкам, по старым закоулочкам. Ну, потому что я же говорю, тут гулять не перегулять. В каждом здании есть вот такие свои моменты, хочется все рассмотреть, увидеть, разглядеть. Вот так оформлены различные кафешки. Ну, действительно очень колоритно. Это вот маленькие стихийные рыночки, которые возле всяких ресторанов. Ну, а тем временем по отправленной геолокации наш друг Фабрис, он уже нашел нашу гостиницу, заселился вместе с нами. И теперь уже мы пошли показывать ему Тбилиси. Пошли опять по тем же улочкам, но я же говорю, там не нагуляться по этому городу. Вот пришли к театру кукол. Интересно, это уже такая локация. Само здание по себе очень красивое. И посмотрев вот этот бой курантов, мы продолжили прогулки наши дальше. Пошли уже знакомить француза с местными достопримечательностями. Мы двинулись в сторону, где фуникулер расположен. Там посмотрели тоже красивые места. И опять же уже предложили ему подняться. Там есть смотровая, вот где мать Грузия. Многие ее почему-то так называют, а получается на Google картах она отмечена как мать Картли. Ну вот мы пошли уже с нашим другом на фуникулер, отправились наверх на смотровую. На смотровую, поднявшись, побродили. Мы, кстати, уже не выглядим как байкеры, которые проехали не 1000 километров, да. И наверху познакомились вот с такой парой, которая путешествует по миру. Они из Румынии. Вот, кстати, это их YouTube канал. Постояли, мило побеседовали, опять же, нашли много общих интересных тем. Довольно-таки интересная пара оказалась. Они в свободное время, когда не путешествуют, занимаются полетами на параплане. Ну, они, в принципе, они этим зарабатывают себе на жизнь и дальше вот отправляются в путешествие. Ну, а мы, попрощавшись с ними, решили дальше, как говорится, окунуть француза в глубинку Грузии. И опять на вот этом фуникулерчике отправились смотреть ночной Тбилиси, поскольку все-таки это одна из лучших смотровых площадок на весь город. Да и тем более ночью он совершенно по-другому выглядит. Ну и опять же повторюсь, наш друг еще ни разу не бывал в этом городе.
а мы с удовольствием эти все достопримечательности еще раз посмотрим. Ну а для вас как раз таки вот несколько фотографий с смотровой. И обратно мы уже двигались ночью. До отеля, конечно, идти не близко, но очень колоритно и весело прогулялись. Вот, кстати, на горизонте сейчас очень отчетливо видно собор Святой Троицы, и как раз таки вот перед ним находится этот отель, в котором мы жили. Ну, как видите, здесь все вот так фотографируются, мы тоже были не исключение. Посмотрели опять же ночной колорит этого города, посмотрели местные танцы. В эти моменты, конечно, душа так и рвется отправиться в танцы, но, к сожалению, уроки танцев я в детстве пропускал. Ну а тем временем уже наступил следующий день, это вот наш отель. Поскольку у нас появились дополнительные дни, выходные здесь, и появился новый друг, с которым мы здесь никогда не путешествовали, мы решили ему предложить отправиться в населенный пункт под названием Умплинстинсхе. Ну, боюсь, конечно, я наверняка ошибся в его названием. Это очень старый город. Находится он в районе города Горе. Город Горе, я думаю, что многие знают, потому что там, кстати, родился Иосиф Виссарионович Сталин. Ну, а мы тем временем вот как раз-таки уже подъезжаем к этому городу, название которое я повторять не буду, если вдруг ошибаюсь, могу кого-то обидеть. Довольно-таки очень эпичное такое место. Сам по себе этот пещерный город довольно-таки очень древний. А мы здесь в Грузии бывали много раз, да, а сюда никогда не направлялись. Поэтому решили воспользоваться как раз таки этой возможностью прокатиться. Ну и тем более в отеле сидеть горевать от того, что дорога закрыта, не хотелось. Поэтому мы как раз таки вот сюда и поехали. Мы, кстати, Фабрису за один день показали довольно-таки очень много именно самого города Тбилиси. И он, как нам объяснил, галочку он уже поставил, что побывал в этом месте. И поэтому он тоже с удовольствием поддержал вот, да, поехать сюда, посмотреть. Вот, кстати, вот по километражу у нас довольно-таки недалеко сюда вышло, 102 километра всего. Неспешным ходом мы сюда добрались буквально за 1,5 часа, проснулись как раз. Кстати, вот благодаря этой табличке Уплисцихе я научился почти правильно произносить название этого города. Очень колоритное место. Часа за 2 где-то мы его все облазили, обходили, познакомились тоже вот еще с такой парой, интересные люди. Дальше направились еще, потому что сам по себе объект очень большой, есть где походить, есть где погулять, что посмотреть. Обязательно к посещению, если вы будете в том районе. Ну, мы в принципе все облазили, все посмотрели и двинулись в сторону города Горе. Там мы посмотрели как раз таки домик Сталина. Очень красиво все оформлено, такая большая красивая территория. Здесь погуляли. По дороге в сторону Тбилиси мы вот такой вот красивый замок нашли. Ну, честно говоря, даже не запомнил, как он называется. Очень красивая тоже территория вокруг него. Он на тот момент почему-то был закрытый. Но мы просто возле него сфотографировались и направились в сторону Тбилиси. На подъезде к городу Тбилиси слева возвышается монастырь Джвари. Очень довольно-таки красивое место, с которого открывается невероятно красивейший вид. И поэтому я Фабрису предложил, в принципе, на обратном пути заскочить туда. Он не отказался, да и место такое очень как достопримечательность ценится. Поэтому мы направились в ту сторону. Очень красивая дорога, множество симпатичных серпантинов
пока мы, как говорится, увлеклись этой дорогой, мы уже, в принципе, и приехали туда. Добравшись сюда, мы, недолго думая, побежали осматривать сам монастырь, ведь территория очень довольно-таки красивая, и здесь нас встречал очень сильный ветер. Ну, несмотря на это, мы сделали пару шикарнейших фотографий, и осмотрев все по максимуму, мы отправились в сторону Тбилиси, ведь дело уже было к вечеру. Вот, кстати, нас всех приветствуют и прощаются с нами, довольно-таки очень доброжелательные люди. И вы не поверите, кого мы встретили. Это наши новые знакомые ютуберы из Румынии. Они там, кстати, немножко slămались. A bătut ceva vântul că s-a dus luța asta în sus. A venit să ne salveze, mă, ia uite. A venit să ne salveze GS-ul. Good. GS-ul și Aprilica. Russian style, yeah. Negru Andrei, da. Negru Andrei de Rusia. Au o ticoană de vulpe. Deci oamenii ne-au adus de mâncare, ia uite la ce ne gândeam noi. Cius. Na zdrowie. Limonade limonade for me. Okay, I'm ready. For friendship. Yeah. And adventures. For brother of motorcycle. And sisters. Cheers. Пирожок. Russian name пирожок. With meat. Ну а теперь вкратце опишу вам ситуацию, которая сложилась в итоге. В общем, когда мы отъехали от самого монастыря Джвари, мы увидели наших новых знакомых, подошли, начали общаться, что случилось. У него, получается, подтекал там, по-моему, радиатор что-то, и он загерметизировал каким-то, еле тут нашел по месту герметик, загерметизировал, и, в общем, сутки ему нельзя было, получается, заводить мотоцикл. И они зависли под этим деревом. У них не было ни еды, ничего, получается. Ну, как бы пообщались с ними, разузнали, что... И мы с Фабрисом, поскольку хотели как раз-таки поехать поужинать, мы с ним пообщавшись, решили, что поедем сейчас приобретем... Кстати, поехали мы в то кафе, которое, где я вам говорил, очень люблю хинкали кушать. И мы поехали в это кафе, накупили еды. Вернулись к этим ребятам, сели с ним, так дружелюбно пообщались. Вот за что я люблю такие путешествия, когда ты встречаешь таких новых друзей, заводишь вот такие вот знакомства, такое невероятное общение. Мне очень поразило, что сам Фабрис тоже предложил, говорит, давай, Сергей, ты не против? Ну, вот эта манера общения, да, вот европейцев получается. Он у меня вот так вот спрашивает, ты не будешь против, если мы приобретем еду и вернемся к ним покушать? Я говорю, да ты чё, это же великолепно, это очень интересно для меня, и я только наоборот за это. И мы как раз таки вот с ним поехали, вот купили эту еду, вернулись там, долго очень сидели, мы до ночи там сидели. И ситуация такая, что они нам предложили на следующий день отправиться уже в путешествие всем вместе, получается, с 3 мотоциклами. И, ну, конечно, мы эту идею с удовольствием с Фабрисом поддержали. Тем более, опять же, они предложили новую точку, в которой никто из нас еще ни разу не бывал. Это место называется Лавра Давид Гореджи. Находится довольно-таки не так далеко от самого Тбилиси. По километражу там совсем немного. А вот по времени, конечно, ну, дороги заполнены серпантинами. И едешь большую часть просто по каким-то пустынным дорогам, по холмам, по хребтам зачастую даже. Очень красиво. Нам, ну, путешествие это очень понравилось.
Тем более, уже, как я ранее сказал, мы начинали это путешествие в один мотоцикл, потом в два, и вот уже мы в 3 мотоцикла едем путешествовать, и причем такой интернациональной компании. Это, конечно, реально воодушевляло нас, ну, очень нравилось. Сейчас на видео, конечно, ребят нету, они часто отрывались, там удирали куда-то, но они как ютуберы, им постоянно надо было какой-то контент снимать. Мы просто ехали, путешествовали, смотрели, но в принципе общее путешествие у нас было уже 3 мотоциклами вот такой интернациональной компанией. Вообще, конечно, весь кайф таких приключений это в том, что ты вот так вот выехал, направился, да, в какую-то сторону едешь, вот знакомишься с новыми людьми, видишь новые территории. Ну, это же просто невероятно, особенно когда после всего этого, да, ты вспоминаешь о таком удивительном приключении. Это доставляет много радости в жизни на самом деле. Поэтому мы и отправились в это путешествие именно вот как раз таки вот так просто по направлению вот в ту сторону. А там уже, как говорится, будь что будет. И действительно, вот посмотрите, как у нас получилось, да, вроде бы и дорогу всю там размыло, завалило, казалось бы, ну, стоило погрустить, но тем не менее у нас вот так вот сложилось такое знакомство и такое путешествие. Поэтому, мне кажется, уже стоит иногда, наверное, пренебречь пакетными турами и отправиться вот в такое удивительное путешествие своим ходом. И ощутить как раз таки вот эту вот жажду приключений и обзавестись новыми знакомыми. Ну а тем временем, пока я вас загрузил на такую лирическую тему, мы уже подъезжали к нашей новой локации, которую мы давно уже хотели посмотреть, поскольку в Тбилиси очень много экскурсий вот сюда. Вот, кстати, здесь есть маленький участок, где ты заезжаешь на, получается, территорию Азербайджана. Там буквально, может быть, метров 100 эта дорога, конечно, заезжает на территорию. Но это, опять же, по Google картам. Ну и вот, в принципе, 98 километров, и мы доехали сюда. Я, конечно, первый раз увидел такое строение. Очень интересно, получается, в таком ущелье, да, и оно перекрыто основными стенами. Сам по себе вот этот монастырь Лавра Давид Гореджи находится на границе Грузии и Азербайджана, поэтому на территории там есть районы, которые охраняются пограничниками, и ну там не стоит, конечно, снимать, чтобы проблем не было. А так, в принципе, в остальных местах вот без проблем мы, кстати, сделали общую фотку. И получается, по самой территории действительно очень много есть чего посмотреть. Есть действующие там, кстати, места, куда стоит тоже заходить в определенной одежде. Там, кстати, на подъезде к самой Лавре Давид Гореджи очень красивая оформлена стоянка с общественными туалетами. Все сделано очень цивильно, очень красиво. Поэтому, ну, остались очень довольны, то, что именно сюда как раз таки приехали. Очень много здесь посмотрели, ну и, соответственно, очень, конечно, много сделали фотографий. Ну и, соответственно, конечно, нашей большой веселой компании сделали общую фотографию вот с таким красивым видом. Ну, в принципе, насладившись местными красотами, мы двинулись обратно. Это вот наши новые друзья из Румынии. Ну, а я тем временем потихонечку все-таки заглядывал в интернет и проверял ситуацию на Верхнем Ларсе, когда же наладится и что вообще ожидать нам, насколько мы здесь долго зависли. Получаю для себя и немного грустную, и немного веселую новость. Веселая она в том, что все-таки уже можно потихонечку начинать двигаться в сторону дома. А грустную это то, что нам приходится расставаться с нашей новой компанией. Поскольку уже движение на Верхнем Ларсе потихонечку начинали восстанавливать, мы побеседовали с нашими новыми друзьями и определились на том, что мы двигаемся в сторону отеля, а они дальше с палатками едут на какую-то новую свою локацию. Ну, я думаю, что в Ютубе вы можете посмотреть, куда они дальше двинулись. Позже, вернувшись домой, на их канале я, конечно, нашел, куда они дальше отправились путешествовать. Посмотрел,
С Фабрисом они буквально еще пару ночей попутешествовали в палатке, и потом дальше уже каждый отправился по своим интересам. Да, конечно, очень грустно было вот так расставаться после столь длительного путешествия, да, вот такой компании. Ну, в принципе, больше мы, конечно, пропутешествовали с Фабрисом. С румынами мы, наверное, дня 2 всего путешествовали. Но все равно довольно-таки очень интересно пообщались, и сдружились. И с Фабрисом, кстати, мы до сих пор поддерживаем связь. Ну, румыны их не остановить, они по всему миру путешествуют. Ну, а это, как говорится, наш такой прощальный обед был. Ce ai comandat, bebe, aici? O supă de conopită. Show me my butter. Dari. Oamenii și-au terminat de mâncat între timp și acum mi-a venit și mie ce am comandat aici, nu știu, cu brânză, cu cartofi, cu salată. Ну, закончив нашу трапезу, пожав всем руки, мы отправились в сторону отеля. Вещи в отеле у нас были предварительно собраны, поэтому, в принципе, по времени у нас еще оставалось полдня для путешествия, немного посмотреть вот Грузию. Я давно уже хотел посетить одну достопримечательность, это монумент истории Грузии. Но все не представлялось возможности, и поэтому мы перед отъездом из Грузии все-таки решили сюда заехать. Довольно-таки очень красивое место с видом на большое озеро. Сделано все очень красиво. По самой территории очень долго можно, в принципе, погулять. И большущая стоянка, поэтому проблем с парковочными местами тут не будет. Ну, а мы, в принципе, вдоволь тут нагулявшись, отправились в сторону отеля, собрали все свои вещи до конца, загрузили все в мотоцикл. И уже ранним утром мы двинулись в сторону дома. Поскольку в Верхнем Ларсе нас ожидал еще сюрприз в плане пробки, да и дорога, в принципе, была довольно-таки дождлива, поэтому хотелось сегодня все-таки пройти границу. Вот местами, кстати, у нас был очень плотный туман. Из-за таких погодных условий, конечно, уже скорость снижалась, а нам все-таки хотелось уже и добраться до дому, да и времени мы уже провели много в Грузию. Вот, кстати, мы из Грузии, а не в Грузию движемся. Конечно, погода на обратном пути нам не давала скучать. То солнце, то дождь, то вот такой туман. Но, в принципе, было все очень спокойно, дорога была не загруженная, и мы потихонечку двигались в сторону границы. Кстати, вот одна из рекомендаций, которую бы я хотел вам оставить, это то, что когда мы выезжали из Турции и, в принципе, вот когда выезжали из Грузии, мы оставляем всегда себе немного налички в местной валюте. Поскольку, когда ты возвращаешься туда, да, вот даже в ту же Грузию, когда ты потом возвращаешься, у тебя нет проблем там, допустим, заправиться, и ты едешь до нужного обменника. То есть ты можешь потом доехать и поменять по хорошему выгодному курсу валюту. То есть оставил на страховку, оставил на бензин, и отлично, в следующий раз без проблем ты заезжаешь в эту страну, едешь до удобного обменника, и проблем нет у тебя с наличкой никаких. Вот, кстати, один из участков дороги тоже ремонтный, они очень много дорог переделывают. Ну, молодцы, стараются, там пробивают же тоннель новый, поэтому будем надеяться, что в скором времени таких проблем, как с подмыванием дорог и размытием и завалами, уже не будет в будущем. Ну, а мне как бы не хотелось бы об этом говорить, но наше путешествие уже потихонечку приближается к концу. Поскольку саму границу мы довольно-таки быстро прошли, в течение, наверное, 2,5 часов. Для автомобилей это было, конечно, намного сложнее, потому что были реально пробки уже ближе к границе. И местами я просто катил по пешеходной дорожке мотоцикл, чтобы, ну, вопросов ко мне меньше было. Поэтому вот иногда таким лайфхаком я пользуюсь. А так, вообще, конечно, на машине в тот день было очень тяжело преодолеть границу. Да и мотоциклистов местами пропускали реально очень часто и сотрудники, и поэтому было несложно преодолеть некоторые участки, которые для автомобилей были довольно-таки длительные.
Ну и получается еще один момент надо учесть, что когда вы проходите вот эту границу, ее все многие называют жутким участком, да, между Россией и Грузией. Там проблема, конечно, с туалетами. Заранее как-то подготовьтесь к этому, потому что там просто очень жуткая ситуация с ними. И я ее не буду сильно описывать, но будьте готовы, поэтому заранее прозондируйте, приготовьте все себе для этого. Ну и, кстати, тоннели. Тоннели — это отдельная история, почему-то их не ремонтируют, дороги с громаднейшими ямами. Ну вот от этого никуда не деться. Вот этот вот, получается, участок, он очень неприятен для проезда. А так, в принципе, все очень хорошо прошло. Все путешествие действительно нам очень понравилось. Вот, кстати, еще одно знакомство у нас уже было на территории России. Ну и что я вам хочу сказать, подведя итоги. Просто садитесь и едьте в такое путешествие. Никого не бойтесь, никого не слушайте. Не знаю, мы остались очень довольны этой поездкой. Ведь она не была особо запланирована по маршруту. Да, конечно, я прикинул, подрасчитал что-то, примерно сложил как. Но я вам скажу, в итоге путешествие само по себе складывалось, как оно сложилось. Поэтому мы остались очень довольны от новых знакомств, от новых дорог, от новых, получается, городов. Поэтому я вам рекомендую. Как говорит один из моих друзей, если мы выехали из дома, это уже путешествие началось. Чего и вам советую. Удачи, друзья!